Девчонки, всем привет! Меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы с вами будем краситься. Дело в том, что у меня уже неделю лежит посылка, которая мне прилетела с Wildberries, там есть несколько относительно новых продуктов, и я хотела вместе с вами их попробовать. Последний денечек лета давайте сделаем такой легкий летний макияж. Я уже подготовила кожу и брови, мне осталось нанести хайлайтер, сделать макияж глаз и губ. У меня, кстати, немножко сместился график видео. Я теперь могу записывать только в 8 утра. Именно поэтому видео сейчас выходит меньше, но я надеюсь, что войду в режим. Напишите, как вам освещение. Мне кажется, как-то немножко сегодня по-другому. В общем, доброго утра мне. Доброго времени суток вам. Давайте начинать. У меня, знаете, как всегда, кто-нибудь из знакомых, друзей, родственников прилетает или летит в Россию на какое-то время, и я прошу что-нибудь мне привезти. И, естественно, всегда, почти всегда это косметика. И вот в этот раз у меня была посылка с Wildberries. Я выбрала несколько продуктов, не все новые. Вот, например, я в видео у Татьяны Нагорновой видела вот такой вот глянцевый тинт от Перипера. С него я хочу начать видео. Мне он понравился. Я, правда, его еще на губы не наносила. Я наносила его на руку, делала свотч, и мне понравилось. Начнем с упаковки. Я вообще люблю корейских производителей за то, как они оформляют свои продукты, потому что это тяжелый, качественный пластик. Мне нравится, что тут как-то это называется эффект, то ли мутного стекла. Ну, то есть вот этот градиент в пластике мне безумно нравится. Его минималистичность, цвет, просто все хорошо. У меня это оттенок 01. И здесь такой, я бы сказала, не характерный для косметики. Аромат ириски или конфетки коровка, знаете, очень приятный. Я наносила его на руку. Это такой симпатичный персиковый цвет. Почему я хочу начать с него? Потому что потом я планирую его снять и посмотреть, какой будет тинт. На руке у меня остался такой приятный персиковый оттенок, не яркий. Мне очень такой нравится, потому что очень часто в азиатских тинтах слишком яркие для европейской внешности оттенки. Нет, здесь все достойно, нюдово, очень симпатично. И, кстати, тинт с руки у меня смылся обычным мылом. Для меня это тоже плюс, потому что я не люблю слишком стойкие тинты. Мне нравится, что я просто потом могу снять средством для снятия макияжа с первого раза, ничего не теряв. И вот такой вот у нас эффект на губах. Как вы можете видеть, не слишком блестяще, в меру, не слишком ярко, тоже все в меру. Очень нюдовый, приятный оттенок, даже с ненакрашенными глазами. Пока смотрится хорошо, посмотрю, может быть, я вот смотрю, что он становится ярче. Посмотрим, как будет дальше. Макияж глаз у меня сегодня будет такой простой, максимально легкий. И это будет макияж с парклом от Шик из новой летней коллекции. Наташа Шик, конечно, летняя коллекция за 2 недели, ну ладно, за 3 до конца лета. Немножко опаздываю, да, наши бренды. Летние коллекции, уважаемые бренды, надо выпускать в мае, может быть, даже раньше. В общем, ладно, тем не менее, спасибо Наташе за новые оттенки. У меня есть один спаркл от нее, Мимоза. И мне он нравится, он на мне не скатывается. И вот когда вышли новые оттенки, я очень хотела попробовать, но в итоге выбрала я себе только оттенок Полис. Он мне понравился больше всего, я решила, что мне не нужны другие оттенки. Давайте его, наверное, пробовать. Сначала я сделаю легонечко складочку века. Наношу базу, как обычно. База — это тот продукт, который я постоянно использую, поэтому и тестирую я все всегда на базе. Мне нет смысла без нее что-то пробовать, потому что я в обычной жизни всегда ей пользуюсь. Вот. О чем бы нам с вами сегодня поговорить? На самом деле, мне периодически в комментариях спрашивают про жизнь в Турции, про
наши планы, про ситуацию у нас с нашим проживанием в Турции, о впечатлениях. Ну, это такой достаточно обширный вопрос, да, поэтому, если вас, девчонки, что-то интересует, вы можете написать в комментариях какие-то свои вопросы про Турцию или вообще, что вас интересует, про косметику, может быть, что-то. Если этих вопросов наберется на отдельную, может быть, собиралку или видео, я отвечу, если смогу, с удовольствием, почему нет. Пока могу сказать, что все-таки видео про другую страну — это достаточно такая обширная тема, да, и достаточно спорная всегда. И всегда на такие видео прилетают сторонние зрители, которые не интересуются темой твоего канала совершенно. Поэтому я пока не знаю, как преподнести вам эту информацию. Так, базу я нанесла. Матовую форму я сегодня хочу построить палеткой матовой от Huda. Это Cool Matte версия. Вот так вот она выглядит. Я, кстати, ее очень давно не брала. Не знаю, почему не тянется к ней рука. Скорее всего, потому что я очень редко использую однушки в макияже без применения других шиммеров. Просто потому что у меня очень много палеток. Матовые палетки у меня немножко простаивают. Мне нужно себя заставлять ими пользоваться. Я надеюсь, они вместе будут хорошо смотреться. Я попробую взять два самых теплых оттенка, вот этих вот, из палетки. Почему-то мне кажется, что этому спарклу нужно что-то потеплее. Да, наверное, я возьму эти два. Форма будет легенькая, макияж будет легенький. Поехали. Что сказать про наше проживание в Турции? Я взяла вот этот вот оттеночек и уже наношу его в складку. Оттенок, кстати, запылил, наносится просто отлично. Легонечко, сам себя растушевал. Вот. Про Турцию и про наши планы вообще. Нам продлили ВНЖ на днях. Вот, поэтому мы пока тут остаемся. Ситуация с ВНЖ, конечно, сейчас намного сложнее. Очень много приезжих за последние 2 года. Я думаю, это понятно всем. И туркам тоже понятно, что не все эти приезжие туристы. Поэтому и ВНЖ под туристик сейчас выдается через раз, скажем так, я бы сказала. Причем это никак не связано с национальностью аппликанта, это надо понимать. Здесь очень много отказов и белорусам, и казахам, и аргентинцам, насколько я знаю. Поэтому отказывают, просто отказывают. Вот. Потому что слишком много приезжих. Например, в район, в котором мы живем, он уже год закрыт для иностранцев. То есть иностранец не может тут прописаться на длительное проживание, потому что превышена норма. Норма приезжих, она есть 20% от населения района. То есть, поэтому вот так. С этим оттеночком, я думаю, все. Возьму еще бочоночек, нанесу его на нижнее веко. Инфляция тут, конечно, я уже не раз говорила мельком про эту ситуацию всю. Это больше касается, конечно, людей, кто здесь получает доход в лирах. Я им, конечно, не завидую. Лира падает постоянно обесценивается. И туркам, конечно, непросто. Теперь давайте возьмем вот этот темный оттенок, немножко углубим. Посыпался под глаза, но наносится и растушевывается по-прежнему отлично. Нравится ли мне жить в Турции? Конечно, нравится. Ну, вы же понимаете, что, знаете, я вот не люблю эти видео, когда люди приезжают там
месяц, полгода, год в стране, и они начинают снимать либо сильно негативные видео, либо сильно позитивно восторженные видео. Почему я такое не люблю? Потому что они не информативны. Должны понимать, что у каждого иммигранта есть стадии принятия ситуации, адаптации, и они друг друга сменяют, причем они могут волнами идти, они могут повторяться, иммигрант может возвращаться в какое-то из состояний, и то человеку все нравится, то человеку ничего не нравится. Я прошла все это, и я думаю, пройду еще раз. Поэтому, знаете, везде должны понимать, что везде есть плюсы и минусы, это понятно, и тут просто важно, какие аспекты жизни вам сейчас важнее, и от чего вам комфортнее, и на что вы готовы закрыть глаза. Вот. Мне в Турции нравится. Мне безумно нравится сейчас, какой период. Сейчас начинается бархатный сезон, поэтому приезжайте в Турцию именно сейчас. Сейчас самая прекрасная погода в сентябре будет. Уже можно находиться на улице, еще теплое море. Просто чудесно. А до этого, например, была жара 2,5 месяца, ну, 2 где-то. Жара, которую я вообще на дух не переношу. Я буквально жила под кондиционерами все это время. Форма готова. Давайте наконец-то пробовать Sparkle. Очень у него красивый оттенок, но, если честно, я думала, что зеленой базы, вот такой вот, в нем будет меньше видно. Но когда я вчера делала сводч, она прямо была ярко-зеленая. Почему-то у других девчонок не так было сильно видно, как у меня вживую. Давайте пробовать, наносить на глазки. Красивый оттенок. Немножко его подтушую. Вот, смотрите. Переливы. Очень красивый. Там, где голое веко, больше видно зелено-салатовую базу. Там, где оттенок заходит на розовую тушевку, сразу больше видно фиолетовый, сиреневый, голубой. Красивый. Поэтому с переездом в другую страну это вопрос всегда очень субъективный и всегда многогранный, непростой, и он основывается исключительно, ну, если это не какое-то исследование, а опрос, да, исключительно на каких-то личных впечатлениях у человека. Поэтому, когда вы смотрите подобные видео, конечно, лучше это не воспринимать все на веру, все серьезно и объективно. Надо понимать, что это не объективно все. Когда вы что-то планируете, временное или постоянное, лучше составить какой-то перечень тех аспектов, которые для вас в жизни важны. Вот. И понять, будет ли выбор данной страны, к которой вы присматриваетесь, для вас наилучшим. Вижу, что надо немножко затемнить ресничную линию. Возьму коричневый карандаш, не хочу сильно ярко и темно подводить. Также хочу попробовать на слизистую нанести вот этот карандаш. Он, правда, мне не очень понравился для слизистой. Какой-то он невнятный, что ли, на ней. Но ладно, попробую. Чем хороша Турция для временного или постоянного проживания? Во-первых, тем, что бесспорно здесь очень обширная русскоязычная комьюнити. Вам может показаться, что это не нужно, и я думала, что мне это не нужно, но на самом деле для
поддержки, для взаимопомощи. Здесь такая комфортная среда для меня оказалась. То есть я не встречалась здесь ни с каким негативом. У меня здесь появилось очень много знакомых, очень много добрых людей. Мы здесь встретили, и это, конечно, бесценный опыт, потому что в России у нас было немножко по-другому все. Круг общения, который сложился за годы работы института, он был уже очерчен и, скажем так, постоянен и достаточно узок. Поэтому здесь просто буквально столько людей я встретила хороших, сколько не встречала, наверное, за годы последние, просто потому что мне было комфортно в том круге общения в Новосибирске, в котором я находилась долгие годы. Вот, здесь как будто какой-то свежий такой глоток. Возьму, это у меня карандаш от Essence, оттенок у него 38, All You Need Is Love. Ну, он такой. Он просто, не видно его, короче. Просто он высветляет немножко слизистую. Ну ладно, пусть будет. Поэтому вот это вот сообщество русскоязычное, оно очень важно для семей, у кого есть дети. Понятное дело, то, что детям нужно общение. Давайте нанесем тушь. Продолжаю использовать тушь от Sephora Size Up в пробничке. Она уже как будто бы подсохла, перестала мне нравиться, как она наносится. Кроме того, Турция, из-за того, что это курорт самый, наверное, близкий, доступный и распространенный для россиян, мы постоянно здесь встречаем друзей и знакомых. Постоянно. Ко мне постоянно прилетают кто-то из Новосибирска. Я постоянно вижусь со своими близкими. Это бесценно. То есть я думаю, если бы мы выбрали любую другую страну для первого переезда, нам бы было тяжелее без этого общения, потому что вы поймите, что когда вы слушаете иммигранта, и он вам говорит, что ой, да вы приезжаете в новую страну, и нужно, значит, погружаться в местную культуру, общаться с местными, не надо цепляться за соотечественников, это значит, что сейчас данный иммигрант находится в состоянии эйфории. Любому человеку, переехавшему на новое место, во все новое, нужна иногда поддержка и опора. И в своем родном языке, в своей родной ментальности он эту поддержку находит. Возможно, есть люди, которые справляются с этим самостоятельно, но всегда приятно видеть рядом или слышать рядом родные лица, которые могут к тебе приехать, или просто поддержку знакомых тебе людей твоего культурного кода. Даже тот же Таиланд, как бы он прекрасен не был, я очень люблю Азию. Кстати, в Турции мы до переезда сюда не были ни разу и никогда не думали о Турции как о туристическом направлении. Мы всегда ездили с мужем в Европу и в Юго-Восточную Азию. Конечно, Таиланд и Вьетнам — это прекрасно, но для длительного проживания Турция комфортнее. Сколько бы всяких мелких недостатков вам в видео в других не называли про Турцию, в совокупности не зря сюда все едут. Это очень комфортная, гостеприимная страна. Поэтому спустя 1,5 года в Турции я могу сказать, что как мне здесь живется? Хорошо, но обычной жизнью. Вот. Со своими какими-то трудностями. Причем надо понимать, что ВНЖ нам продлили до октября. Мы просто очень долго ждали, нам в итоге его дали на полгода. И потом, получается, нам опять переподаваться на документы, и велика вероятность отказа. Опять же, уже потому что я озвучила, что слишком много приезжих, и число этих приезжих сейчас
пытаются снизить. Вот. Я ни в коем случае не негативлю по этому поводу, потому что я понимаю, почему так происходит. У меня почти готов макияж глаз. Почти, потому что я хочу еще в уголочке глаза нанести хайлайтер. А хайлайтер у меня сегодня это просто отвал всего. Полезла я, когда делать заказ на Wildberries. Начала я смотреть популярные на Wildberries продукты. Понесло меня в шорты на Ютубе. И Ютуб заставил меня это купить в общем. Я купила вот такой вот хайлайтер от бренда Xixi. Я так вообще понимаю, что это китайский производитель. У него чего только нету. И есть вот такой хайлайтер. Я, значит, наткнулась на видео девочки на шортс. Вы посмотрите, во-первых, на него. Какой он красивый. Абсолютно дешманская стрёмная упаковка какого-то драконьего яйца. Абсолютно неудобная в хранении. Я уже когда заказывала, подумала, что если что, я его просто рефил выковырю отсюда потом и буду хранить где-то в другом месте. Но пока оставлю. Он только пришел все-таки. В общем, это вот такая красота. Я видела шортс, где девочка сравнивала этот хайлайтер с каким-то из оттенков Kaleidos, и они были просто идентичны. Этот хайлайтер мне обошелся в 400 рублей. Что происходит? Зачем я это покупаю? Ну ладно. В общем, сейчас мы будем пробовать. Я уже его видела у нескольких девочек в видео, и они говорили, что он замыливается. Могу предположить, что его надо набирать пушистой синтетической кистью, тогда он не будет замыливаться, потому что от пальца я вот снимала свотч, да, вполне возможно, что замыливание будет. Давайте проверять. Если наносить его кисточкой легко, он наносится отдельными блестками. Его надо так хорошенько поднатереть. Красиво смотрится так, футуристичненько. Ну так, симпатичненько нанеслось. Давайте попробуем нанести его в уголочек глаза. У меня этот хайлайтер в оттенке 2. Сейчас только вспомнила, что там еще был первый. Он просто серебристый, и можно его попробовать. Для тех, кто ищет аналог хайлайтера от Fenty. Вообще, когда я делала заказ на Wildberries, сейчас, оказывается, появилось на Wildberries столько китайской, корейской косметики. Ну, корейская и до этого там была, но китайской столько не было. Столько китайских брендов. Ну, это понятно. Свято место пусто не бывает. Но очень-очень много китайских производителей. Вот такой вот футуристичненький макияжик вышел. Очень по-летнему. 31 августа. Интересная штука. Тут даже вот какое-то зеркало есть. В общем, в принципе, мне понравилось. У меня есть два хайлайтера в подобных оттенках, но мне нравится этот тем, что он искрящийся. У меня другие хайлайтеры более плотные. У меня есть от Dior и от Ofra в таком оттенке. Вот этот более современный, скажем так. И давайте смотреть, что у нас с губами. Я снимаю уже 40 минут. Что-то я разболталась, надо будет мне повырезать эту всю болтовню. Этот тинт сидит очень комфортно. Он продолжает быть глянцевым, влажным, он никуда не потек, он не стал сильно ярким. У него прекрасный оттенок, комфортный. Давайте, наверное, попробуем его стереть, посмотрим, какой будет тинт. Ну, вот такой вот тинт. По-моему, очень приятный, не ворвиглазный. Такой достаточно естественный оттенок, который ровно покрыл губы. То есть, знаете, иногда бывают такие формулы тинтов старые, дешевые, корейских, которые впитываются в складочки губ больше, чем в остальную поверхность. Нет, здесь все
очень естественно, как будто это мои губы. Прекрасно. Последнее средство, которое я сегодня хочу попробовать, новенькое, это вот такой вот блеск-плампер от Шик. У меня это тоже в таком голубовато-фиолетовом оттенке. Mary Dancers. Мне нравится тоже, опять же, упаковки Шик, очень все лаконично, стильно. Тяжелый, хороший пластик. Я уже делала сводч этого средства. Сейчас давайте пробовать. Специально сделала губы поярче, потому что это средство лучше, наверное, все-таки наносить на карандаш, ну вот, либо на тинт, почему бы и нет. И я буду использовать свой обычный карандаш от Baxen контурный. Знаете, у него какой есть косячок, недостаток. У него очень маленький аппликатор, и, ну, меньше обычного. И он выдает мало продукта. Поэтому вот смотрите, на мои губы обычные. Не маленькие, не большие. Чтобы нанести, мне нужно макнуть 5 раз. Обычно мне требуется раза 2. Приятный оттенок, по-моему, сюда очень подходит к данному макияжу. Наталья специально выпустила 3 блеска и 3 спаркла, и они между собой по оттенкам коррелируются. Мне кажется, это очень хорошая концепция. Средство не липкое, оно с охлаждающим эффектом. Но я думаю, что эффект плампинга здесь будет не сильный, скорее будет оптический эффект расправления. Не сильно он охлаждает, не сильно печет. Я люблю пламперы, хорошо их переношу, поэтому не знаю, как девчонки с чувствительными губами, как вы это воспримете. Если пламперы не ваши, наверное, с осторожностью, но здесь очень деликатный этот эффект. Это не так, как в Too Faced, не так, как в Baxam, не так, как в Dior. Нет, здесь все очень достойно, мягко. Сочетается этот оттенок с спарклом Polish. Смотрится хорошо, с хайлайтером тоже. Такой получается легкий летний макияж. Последний день лета. Приятные продукты. Так что вот такой макияж у нас сегодня получился. Непонятно, что я там наболтала про Турцию. В общем, хотела я в целом сказать, что, естественно, мне здесь нравится, но везде своя жизнь, жизнь обыденная, с своими какими-то плюсами, минусами. И это очень обширная тема. Если вас что-то конкретно интересует, задавайте вопросы, спрашивайте. Я постараюсь ответить, но всегда помните, что это лично мой субъективный опыт, который может вообще не отражать реальность. Продукты мне все из видео понравились. Мне понравился запуск от Ши. Мне в последнее время очень приятно смотреть за тем, что она делает. Наталья очень активная в своем телеграм-канале. Очень много выходит от нее личного контента. И мне это тоже нравится, потому что она со мной из одного города. И когда я вижу кадры Новосибирска, мне как-то становится теплее на душе. Поэтому у меня немножко личного к этому бренду есть, и я горда, что он делает достойные продукты. Мне интересно посмотреть, как дальше будет развиваться бренд. Я, конечно, не стала покупать все новые продукты, потому что новых 3 однушки, новых 3 блеска мне не нужно, но попробовав, я думаю, что, возможно, в будущем приобрету что-то еще из этой коллекции. А вам, девчонки, спасибо, что посмотрели это видео, накрасились со мной. Я надеюсь, вы приятно провели время. Я жду вас в комментариях. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Я желаю вам прекрасного настроения, отличного дня, чудесных макияжей, чтобы все у вас было хорошо. Всем спасибо, всем пока!